Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зум. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Сколько уже у нас было в гостях сов. Эти пернатые птахи отличаются умом и сообразительностью, и поэтому со временем мы узнаем про все виды сов. Кстати, ищите наших мудрых бабушек в плейлисте «Птицы». Но сегодня у нас в гостях совсем нетипичная сова по имени Ястребиная. Почему ее так назвали? Давайте разбираться. Ястребиная сова – это среднего размера длиннохвостая сова, распространенная в Евразии от Скандинавского полуострова до Чукотки, а в Северной Америке от Аляски до Лабрадора. Эта птица может считаться в полном смысле этого слова аборигеном северной тайги, хотя ареал ястребиной совы и охватывает практически всю таежную зону. Наиболее благоприятные для ее существования ландшафты – это участки разреженного леса, распространенного на севере тайги, в лесотундре или в горном редколесье. Там этот пернатый хищник даже в высоких широтах поднимается до высот в 400-500 метров над уровнем моря, а иногда и выше. Такая приуроченность ястребиных сов к северным редколесьям связана прежде всего с особенностями питания и стилем охоты этих милых совушек. Размеры ястребиной совы невелики. Самка вырастает до 44 сантиметров в длину и весом примерно 300-350 грамм. А вот самцы, как это часто бывает в дикой природе, за исключением голых обезьян и некоторых других видов животных, меньше самки. Длиной они вырастают до 40 сантиметров, а весом до 300 грамм. Размах крыльев у ястребиной совы около 45 сантиметров. А теперь о главном. Почему же она ястребиная? Все просто. Окрас оперения ястребиной совы очень схож с окрасом ястреба. Спинка совы имеет темно-бурый окрас с белыми пятнами, которые образуют на спинке V-образный узор, а вот брюшко и грудь совы окрашены в бело-бурую полоску, что делает ее так похожей на ястреба. Глаза, клюв и лапы желтые, острые когти окрашены в черный цвет. Хвост достаточно длинный, ступенчатый. Ястребиная сова предпочитает сидеть на самой вершине деревьев, а в полете ее тоже очень часто путают с ястребом. Несколько взмахов крыльями, а затем бесшумное планирование. Именно поэтому человеки, обладая скудной фантазией, назвали эту сову ястребиной. Свою любимую вкусняшку мышевидных грызунов ястребиная сова обычно высматривает с какой-либо вершины дерева, высокого куста, верхушки какой-либо коряги, откуда стремительно бросается вниз, прижимает жертву к земле грудью и убивает ее когтями и клювом. Затем сова возвращается с добычей на наблюдательный пункт и уже там ее употребляет. Значительно реже ястребиные совы выслеживают добычу в низком планирующем полете, когда птица лавирует между кустами вдоль речных берегов, над небольшими полянками и прочими местами, где множество норок и троп грызунов. Но обычно быстрый и маневренный полет ястребиной совы, очень напоминающий охотничий полет ястребов, не бывает продолжительным и чаще всего заканчивается у первой же удобной присады. При недостатке мелких грызунов ястребиные совы вынуждены нападать и на более крупных животных, даже на таких, как андатра или белые куропатки. Летом она обычно охотится днем, но может быть активна и в утренние, и вечерние часы, что, вероятно, связано с отсутствием темного времени суток в высоких широтах в мае-июле, когда совы наиболее активны в период выкармливания потомства. Ястребиные совы, как и их родственники, моногамны. Гнездятся они обычно в разреженном хвойном лесу, хотя иногда поселяются и в поймах рек. Гнездо может располагаться на старых пнях, реже в дуплах или старых гнездах ворон или других хищных птиц. Находили гнезда и на земле. К гнездованию ястребиные совы приступают рано, в конце
апреля или начале мая, когда обычно еще лежит снег. В этот период вблизи места гнездования в вечерние часы иногда случается слышать брачные трели самцов. Отложив свое первое яйцо, самка сразу же приступает к насиживанию, что становится суровой необходимостью в этот период, особенно на самом севере ареала вида. Обычные морозы и преимущественно в ночные часы. В связи с этим птенцы, как и у других сов, например, полярные, появляются на свет не одновременно, а через некоторые промежутки времени, соответствующие интервалам при откладке яиц. Если кладка достаточно велика, то разница в размерах между старшими и младшими птенцами может быть довольно значительной, поэтому далеко не всегда самые младшие и, соответственно, более мелкие и слабые птенцы доживают до возраста, позволяющего покинуть гнездо. Кладки обычно 3-9, изредка в годы с высокой численностью грызунов до 13 белых яиц. Высиживает своих деток ястребиха обычно в течение около 25 дней. Примерно столько же птенцы сидят в гнезде, после чего перебираются на ветки соседних деревьев. Птенцов кормят оба родителя. Они же и очень активно защищают гнездо, смело атакуя хищников и даже человека, стараясь ударить когтями по голове. В момент вылета из гнезда в оперении птенцов еще много пуха, да и по размерам они значительно уступают взрослым птицам. Совята в таком возрасте не только еще не способны летать, но и планировать могут лишь на незначительные расстояния. Ястребиная сова не особенно редкая птица, однако в одной и той же местности в различные годы частота встречаемости этого пернатого хищника может быть очень разной. В период снижения численности мелких грызунов ястребиная сова в данной местности может стать очень редкой и практически никогда не гнездится, так как значительная часть популяции откочевывает в районы с обилием вкусняшек. Иногда она улетает за многие сотни километров, так что ястребиную сову можно смело назвать северным кочевником с заполевками. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!